У нас сегодня вебинар, который посвящен теме сексуальности. И понятно, что я готовилась, даже по мне видно, что я готовилась. Сейчас посмотрим, видно ли по мне. Вот, по мне видно, что я готовилась. Даже немножко переборщила с красным. Мне очень хочется поговорить с вами на эту тему. Я всегда выбираю что-то вот для разговора, для общения, в чем я вижу, в чем я вижу большой ресурс, в чем я вижу большой ресурс сегодня. И у меня закончился 9-й поток в групповом коучинге. У меня была очень сильная группа, мне повезло с девочками. Я веду много консультаций, я веду... секс-бомба, спасибо, Зая. Я веду, много консультаций, много работаю в этой теме. Я именно в теме, в женской теме. У меня почти все клиенты женщины, у меня 95-96% клиентов женщин. И я все время обращаю внимание, что мы где-то там, топчемся на месте, где-то мы тормозим, не о том говорим, какой-то глупостями занимаемся, какими-то техническими вещами, а что мне здесь говорить, а что мне здесь говорить. Поверьте, я в теме говорить очень сильна. То есть я училась и учусь, и коммуникация – это тема, в которой я в бизнесе всегда была хороша. Но мне очень важно, чтобы вы сейчас услышали меня, поняли. Тогда наш разговор сможет закрутиться правильно. Если у вас включена сексуальная энергия, и эта сексуальная энергия, она поднимается во все участки мозга, то есть она во все сферы нашей жизни наполняет. У вас нет вопросов технических, все происходит автоматически, понимаете? Все происходит само. Это не значит, что не нужно учиться. Это значит, что в нужный момент времени, на каком-то, например, свидании, если мы говорим сейчас о свидании, вы приходите, перед вами сидит мужчина, вы что-то уже о нем знаете, у вас уже была переписка, вы, может быть, впервые с ним видитесь, вы приходите, здороваетесь, и вы вдруг, а может быть, это вдруг произошло еще раньше, когда вы подкрашивались, выбирали платье, делали прическу, вы вдруг становитесь, слушайте, такой классной для него. Он на вас так реагирует. Вы смотрите на себя саму с удивлением и говорите себе: это я? Это я такая веселая, озорная. Вообще-то я, не знаю, я о себе знаю, я не веселая и не озорная, я вообще серьезная. Я люблю поговорить о серьезных вещах, подумать об этих серьезных вещах. Легкомыслие – это не мое, такое природное качество или не мое привычное качество. Но когда я наполнена сексуальной энергией, и рядом со мной мужчина, для которого это будет хорошо, вот эта моя природная женская сексуальность, она в нем что-то увидела и включила во мне какие-то мои такие забытые мною качества, легкости, веселости. Я даже, я особо чувство юмором так не обладаю по жизни. Я редко парирую. Я умею парировать, но не особо это люблю. И вот я сижу перед мужчиной, и я такая, острая на язык, он в таком восторге от этого, он включен, и мне это нравится. Я никого не играю,
Другой меня просто нету в этот момент. Есть только вот эта веселая, остроумная, такая, ну, острая на язык дама. Девчонки, не пишите пока вопросы, потому что я ничего не вижу. Я пока рассказываю, и у меня вопросов, ну, у меня есть уже парочку вопросов, которые мне написали заранее. Мы вас всех просили писать заранее вопросы. Я обязательно отвечу на вопросы в чате. И вначале отвечу на вопросы, которые написали, ну, девчонки заранее. Поэтому наберитесь терпения, слушайте. Сексуальная энергия, она отвечает за все сферы жизни. Она отвечает за то, что вы здоровая, она отвечает за то, что вы расслабленная, за то, что вы молодая, за то, что вы красивая, за то, что у вас есть деньги, за то, что у вас есть партнеры, за то, что вы любите, за то, что она отвечает за наслаждение, за творчество. То есть сексуальная энергия связана не только с физическим сексом, хотя слова одинаковые, но вы понимаете, что слово «секс», оно произошло совсем недавно, а слово «сексуальная энергия» произошло очень давно. Раньше это называлось, например, соитие. Так вот, сексуальная энергия отвечает не только за соитие, она отвечает за все сферы вашей жизни. Если говорить языком эзотерики, то сексуальная энергия, она должна подняться по всем чакрам, и когда она поднимается по всем чакрам, по всем энергетическим центрам, мы чувствуем себя удовлетворенными, мы чувствуем себя довольными жизнью, мы чувствуем себя в контакте с этой реальностью. Но теперь вернемся. То есть напишите мне, поставьте плюсики, что вы поняли эту мысль, что сексуальная энергия отвечает не только за то, что вы получите удовольствие в постели, и не только за то, что удовольствие в постели получит партнер, и не только за оргазмы. Это только один из ее аспектов. Она отвечает за все сферы жизни, она везде присутствует, она везде нужна. Без нее, если ее, этой энергии нету в какой-то сфере нашей жизни, эта сфера жизни у нас не реализована. Если ее нету во второй чакре, у нас нет секса. Если ее нету в третьей чакре, у нас нету замужества и денег. Или денег, то есть там много разных элементов. Если она не поднимается в сердце, у нас закрыто сердце, мы никого не любим. Если ее нету в зоне щитовидной железы, то есть в горловой чакре, мы не можем самовыражаться. Если она не поднимается в гипофиз, у нас нету мудрости, мы делаем неправильные поступки, мы глупые. То есть мы глупая – это та, которая делает все, чтобы умереть, а не жить. И если она не поднимается наверх, в шишковидную железу, мы не испытываем чувство единства с миром, гармонию, не чувствуем себя вот этой волшебницей, богиней, кому это надо. Но это несложно, понимаете? Женщина родилась на свет так устроена женская психика, женское тело, что ей быть в этом состоянии постоянного оргазма, ей несложно. Она создана так. Для женщины чувствовать 40% оргазма в крови – это нормально, это естественно. И в эзотерике говорят, что женщина, она рождается богиней. То есть ее физика, ее ДНК устроены так, что у нее сексуальная энергия должна подниматься наверх снизу и наполнять нас полностью. И мы должны чувствовать мир как прекрасную сказку и себя как прекрасную героиню и сценариста, и режиссера, и создателя этой сказки. Но так было задумано для женщин. Так не происходит. И вы это знаете.
Теперь смотрите, теперь вы поняли главную идею. Теперь смотрим, что закрывает сексуальную энергию. Давайте перечислим. Первое. Сексуальную энергию закрывают наши решения, наши мысли. Секс – это грязно, любят только худеньких, а я полная. Мне уже 39, куда мне, я уже не сексуальная, а я мама 3 детей, а я замужем, а у меня закончились месячные, у меня уже климакс, а я, да, забыла, а я некрасивая, у меня не бритые ноги, и если я открою свою сексуальную энергию, я перетрахаю весь район, поэтому ее открывать нельзя. То есть у нас есть убеждения, и нам кажется, что это прямо такое правильное убеждение. Но это же факт, конечно, мне не 17, мне 39. Это я даже не о себе, мне 53. Мне же не 17, мне 39. Ну, конечно, я не такая сексуальная, как эта 17-летняя девушка. Но это не так. Сексуальная энергия с годами, она только меняет свой вкус, но ее не становится меньше. И я скажу вам очень, ну, не знаю, может быть, приятную вещь, может быть, неприятную. Сексуальная энергия с годами все вкуснее. Вначале у девочки сексуальная энергия как вода, не как молоко. У подростка она как вода. У такой юной девушки она как вино. У зрелой женщины она как мед, такая, знаете, сладкая на вкус, тягучая. И в зрелости она как амрита, то есть нектар бессмертия. Она всегда вкусная, но с каждым годом вкус вашей сексуальной энергии становится все более, ну, знаете, вот как хорошее вино, настоявшееся. И вы можете послушать, поговорить с мужчинами, которые любят зрелых женщин, не маленькие сосунки, которым нужна мама, а такие, знаете, матерые мачо, которые в своей жизни имели много женщин, много секса. Они расскажут вам, если у них будет такое настроение, как сладок секс с зрелой женщиной, что в нем есть совершенно неповторимое переживание, неповторимый вкус, потому что включаются совершенно другие участки мозга. Это не что-то волшебное, а это просто биохимия такая. Итак, первое, что закрыло нашу сексуальную энергию, это некие наши мысли о том, что, где уж нам выйти замуж. И их можно разобрать, с ними можно поработать. Знаете, как завал веток. Второе, что закрыло нашу сексуальную энергию, это негативно-сексуальный опыт. Это опыт, может быть, насилия, или опыт, когда мы занимались сексом с любимым человеком, но мы в этот момент не хотели секса, а секс хотел только наш партнер. И мы стеснялись ему сказать, боялись его обидеть или боялись испортить свои отношения и портили их тем, что соглашались на секс, когда у нас не было желания. В какой-то момент ваше тело начинает, то есть в первом случае это ум блокирует сексуальную энергию, во втором случае сексуальную энергию блокирует тело. Оно просто перестает оргазмировать, если было совершено насилие, или вас насиловали, или вы разрешили себя насиловать, или вы насиловали сами себя.
И третье, что блокирует сексуальную энергию, это чувства. Это обида на мужчин, обида на жизнь, обида на Бога, обида на родителей, уныние, отказ вырастать, желание остаться маленькой девочкой, то есть страх вырасти. И вот, чувства блокируют рост сексуальной энергии. И нам это все знакомо, мы все это знаем. Но есть еще 4-й пункт, и этот 4-й пункт для меня сегодня самый интересный. Я вижу сегодня в работе со своими клиентками, я вижу проявление этого 4-го пункта не во всех работах, но достаточно часто. Это когда у нас наша сексуальная энергия никуда не блокируется, девочки, а мы ее добровольно сливаем кому-то из наших родителей, чаще всего маме. Но недавно я видела, вчера или позавчера, вчера в работе у меня была клиентка на консультации, мы делали расстановку, и мы отчетливо видели, как она сливает энергию отцу. То есть это такое детское решение, очень раннее детское решение спасти родителей или спасти родителя. Когда мы чувствуем, что он не справляется, когда мы переживаем, маленький ребенок переживает, что мой родитель не справляется с жизнью, и если он умрет, то и я умру. И тогда я, наверное, лучше стану ему мамой и буду его спасать. И вот ваша сексуальная энергия в очень большом количестве, я видела, когда 100% этой энергии, видела 80, никогда не видела 30, наверное, это не мои клиенты. Люди сливают ее маме. Вы можете спросить, а как себя при этом чувствует мама? Я лучше расскажу вам, как при этом чувствует себя женщина, которая сливает свою сексуальную энергию. Она живет в мире, где все, кто приходят в ее мир, всем становится хорошо, кроме нее. Вот ей как было, никак или плохо, с ней так и все и происходит. То есть приходит какой-то человек, может быть, это дети, может быть, это муж на этом месте стоит, на месте мамы. Может быть, туда на это место приходят клиенты, может быть, на этом месте находится работа. Но это что-то или кто-то расцветает в ее поле, а она сама с этого ничего не имеет. В бизнесе я очень часто вижу таких людей. Он так старается ради работы. Какой бы проект он ни сделал, этот проект будет успешный. Но у него реальная история всегда, что ему не заплатили, его не похвалили. То есть ему с этого успеха практически ничего не достается. Если вы сделали какой-то проект и на этом прекрасно заработали, то есть баланс сохранен, все нормально. Но я говорю о тех историях, когда всем вокруг этой женщины хорошо, а ей нет. Поставьте, не знаю, единички, если вы знаете такие истории, и, может быть, это история о вас, тогда вы будете, понимать, где ваша сексуальная энергия. Вы ее кому-то сливаете. Мало того, вы знаете, я сейчас учусь в большой коучинговой программе, где со мной учатся много коллег-коучей и там терапевтов, то есть люди помогающих профессий, и они об этом говорят прямо, знаете, с таким восторгом. Они говорят: ой, да, Диана,
Вот это одна моя такая особенность. Это у меня прямо клиенты, они прямо говорят, мы просто готовы возле тебя вот тут сидеть, и нам уже хорошо становится. Я говорю, это очень хорошо, поверь, это очень хорошо. Но что тебе с этого? Ну, ты решаешь свои вопросы? Нет. Ты голая и босая, ты пустая. Посмотри, как ты выглядишь. Но ты не наполнена. У тебя, нету этих денег, о которых ты мечтаешь. У тебя нету, этих доходов, но ты делаешь доходы для других. Не странно ли это? Как это сапожник без сапог? И мы все время говорим, а где моя энергия? А где моя? Я же была другой. Виктория, я обязательно научу. Я бы не рассказывала этих историй, если бы я не рассказывала бы вам, только чтобы вас напугать или расстроить, или сделать вам больно. У меня другая задача. Я хочу, чтобы вы этим научились пользоваться, как этим научилась пользоваться я, как я научилась это видеть в себе. Хорошо. Сейчас я сделаю следующий шаг. Я отвечу на вопросы, которые были у клиенток, и дальше продолжу наш рассказ о сексуальной энергии. Почему я перекинулась на вопросы? Потому что то, что я сейчас говорю, это звучит как теория. То есть да, она понятна, да, она ясная, но через вопросы, а вопросы всегда же бытовые, мы с вами увидим эту же теорию. Диана, добрый день. Когда я наполняю свою сексуальность, я становлюсь расслабленной. И хочется больше заботиться о себе. Но тогда мне не очень хочется бежать в моих проектах, в моей работе. А от этого напрямую зависит мой доход. Мне только что деньги на счет пришли. Напрямую зависит мой доход и профессиональное развитие. Что сделать? Спасибо, Татьяна Р. Давайте с вами получим ответ на этот вопрос таким образом. Сексуальная энергия у нашей Татьяны поднимается, до второй чакры. И на этой второй чакре, девчонки, если слово чакра для вас звучит как-то сногсшибательно сложно, то помните, что чакры – это энергетические центры. Сексуальная энергия, она вообще-то абсолютно материальная, и она поднимается по позвоночнику, по позвоночному столбу. И первый гормональный центр – это надпочечники, потом яичники, потом поджелудочная, потом вилочковая железа, тимус, потом щитовидная железа, гипофиз железа и шишковидная железа. То есть это все железы, которые вырабатывают определенные гормоны. Они попадают в этот психический коктейль, наполняют его и распределяются по всему мозгу. И каждый участок мозга кушает какой-то свой, свои гормоны, возбуждается, и питается, и выдает энергию, кушая какие-то свои определенные гормоны. Так вот, если... я буду говорить чакры, потому что мне так проще вам это объяснять. И вот если сексуальная энергия поднимается только во вторую чакру, то, конечно, мы испытываем негу, расслабление. И я предлагаю прямо сейчас, девчонки, чтобы я не поднимала вверх экран, напишите мне, кто видит, сколько у нас сейчас людей в группе. Прямо циферку поставьте мне. И мы с вами сейчас просто попробуем,
Что я буду физически ощущать, когда сексуальная энергия поднимается, например, в первую чакру? То есть мы просто сейчас с вами представим красный такой шарик в зоне гениталий, в зоне... Нет, девочки, просто поставьте цифру, сколько нас... 55, спасибо, Юра мне ответил. Просто начинаете чувствовать зона гениталий, вот между анальным отверстием и гениталиями. Красный такой энергетический шар, и он наполняется вот этой энергией жизни, витальной. Она золотого цвета или терракотового. Просто позвольте себе чувствовать. В Индии нас учили, что она золотого цвета. Мне надо было знать, сколько людей, чтобы понимать, какой запрос на энергию, то есть сколько энергии попросить. Вот я сейчас так, с запасом, потому что кто-то слушает, может быть, в телефоне, их не видно, иногда человек 70-80. И вот для каждой из нас на первую чакру заходит энергия, и она заходит по максимуму. И вот позвольте себе сейчас ее поощущать, что изменилось внутри вас, когда эта энергия в вас зашла. И она не зашла, она еще заходит. То есть я вижу, она еще заходит. Видно, кто-то тут очень голодный и был давно без энергии. Причем с таким удовольствием заходит. Ах, вкусно. Ням-ням-ням. Так, ну что, первая чакра у меня уже заполнена полностью. Напишите, какие у вас ощущения. 99. Сейчас до 100% поднимем. Но ощущения уже есть. И с ними не нужно расставаться. То есть сексуальная энергия – это то, что каждый день должно быть с вами и в полном объеме. У нас нет дефицита сексуальной энергии, у нас ее переизбыток. И весь наш род нам поставляет эту сексуальную энергию. Надо было мне очки, наверное, взять, чтобы читать чат. Юр, а ты можешь мне сделать чат побольше шрифтом, чтобы мне его было лучше видно? Сладко, легкость. Это только на первой чакре она. Вы пока не пишете, что вам хочется секса. Захотелось выпрямить спину, расправить плечи, почувствовать тепло на щеках. Не вижу, но чувствую, что взгляд изменился. Угу. Смотрите, на первой чакре эта энергия еще не про секс. Юрочка не успела прочитать. Сейчас, секундочку, девчонки. Этот чат не делается больше. Ну ладно. Но все равно приятно. И скажу свои ощущения. Больше резкости, лучше вижу. Но у меня вот плохое зрение. Мне стало лучше, четче видно. Горячо, вкусно, приятно. О, это так сладко, настоящее блаженство. Мурашки по телу, энергия побежала. Расслабление. Отлично. Те, кто еще не написал, пишите. Будьте, пожалуйста, здесь активными и живыми. А я поднимаю сексуальную энергию во вторую чакру. Диана, что происходит, если мужчина так? Я сказала, не пишите вопросы сейчас. Сейчас все будут писать свои впечатления, и твой вопрос убежит наверх. Я дам время вам задать вопросы. Ну что, я же вам вебинар сделала, вопросы и ответы. Легкое довольство, как после хорошего ланча. Где вторая чакра? Вторая чакра в зоне гениталий, в зоне, где находятся наши с вами яичники.
4 пальчика под пупком. Вспоминайте, где находятся ваши яичники. И цвет этого шарика, он оранжевый. И вот эта золотая энергия из первой чакры льется теперь во вторую. Что я чувствую? Какие интересные ощущения. Мне кажется, что я тут не одна. Какие интересные движения делает мое тело. О боже, прямо как-то неудобно. О, мама дорогая, что такое, что происходит? Мама моя дорогая, на первой чакре у цветка, он красного цвета, там 1 лепесток, а здесь их уже 2. Здесь энергия начинает двигаться в великой восьмерке. То есть здесь уже присутствует женское и мужское начало. И если вы правильно чувствуете, я сейчас почитаю, где вторая чакра, ответила, приятно. Невероятно, я прям чувствую, как энергия течет во мне, такое наслаждение. Но вы что, меня не знаете, что я волшебница, и с энергиями на «ты». Слюна пошла в тело как-то, а тело как-то замерло. Какая прелесть. Итак, хочу ваши впечатления. И сейчас энергия поднимается и женская, и мужская. И здесь мы еще открыли нашу вторую чакру на 5-6%, 10 уже, 15 уже. Поднимается. Здесь очень много голода, потому что здесь много есть запретов, на наслаждение, что наслаждение можно получать, например, только ночью в постели, под одеялом, с мужем. А я, посмотрите, как в течение дня, днем у меня в Киеве 13:00, без одеяла, без мужа. Ой, прямо неудобно как-то. Но это факт. Вам для этого никто не нужен. Все находится внутри вас. Внутри тела двигаться начало. Тело замерло, мысль сюда не надо. Захотелось скинуть одежду. Вы не сможете противиться. Ваши убеждения – ничто по сравнению с той силой, которая хочет сюда войти. Потому что у вас есть сопротивление, да, вы очень часто на стороне своего сопротивления, но у вас есть любовь к жизни. И вот каждая чакра сейчас получает это благословение любить жизнь. Слюнки потекли. Вот это неожиданный эффект. 2 человека уже написали, что потекла слюна. Так-то у меня тоже пошла слюна. Ну, 40% здесь хватит. Не будем создавать вам ажиотаж. Но я хочу получить хотя бы 40 ответов, а не 10. Если тебя отвлекли, Неля, подключайся. Смакую вкусную шоколадку. Ната пишет, мы еще на второй чакре? Да, мы только на второй чакре. Хочется сладкого. И еще меня слюна потекла, тело расслабилось. Почти оргазм, тело пульсирует там. Просто присоединяйтесь, те, кто пришли. Шикарно и мощно благодарю. Сейчас стало проще. И вы видите, сколько в голове было всяких мыслей? Сюда нельзя, боже мой, неудобно.
Сижу, улыбаюсь тихонько. Ну да, никто же не должен узнать, как вам хорошо. Да, слюнки и желание облизать губы. Волна по телу, тепла. Хорошо, не будете писать свои отзывы, я не буду с вами делать практики. Я вам поотвечаю на вопросы и все. Ната пишет, усиливается ощущение на щеках, но там нету ощущений. Девочки, не пишите, пожалуйста, сюда в чат такие фразы, как там, это. Пишите, пожалуйста, вагина, матка, клитор, оргазм. Когда вы пишете там и это означает, что вы находитесь в детской позиции. Дети не занимаются сексом. У детей там не должно быть ощущений. Там ощущения начинаются с 3 лет. Хотя бы, когда это называется писечка. Матка не откликнулась пока. Расслабление пошло и классный настрой. Теперь все мысли о сексе. Угу. Крестец зажала, поясницу. Знаете, сколько там блоков, сколько там тараканов сидит, которых вы все время подкармливаете. Вместо того, чтобы заниматься женскими практиками. Знаете, заниматься женским делом, заниматься практиками. Эта теория, это книжками не работает. Если я вам отвечу на все вопросы, это будет ничто по сравнению с тем, что я сейчас вам делаю. Аллочка пишет, очень много сладкой энергии и желания. Любовь пишет, хочется секса. Еще хочу пару ответов. Не хочу, а требую. Я для вас делаю невероятное. Вы никогда такого не видели, не чувствовали, чтобы кто-то другой человек мог включить вам вот эти сексуальные ваши потоки. И в ответ я требую обратной связи. Хочется двигаться тазом, восьмеркой, вперед-назад. Сделала себе сладкий зеленый чай. Тело и живот в приятных конвульсиях. Секса захотелось. Хорошо, я довольна. Не совсем еще. Еще хочу пару ответов. Энергия все поднимается. Она только во 2-ю чакру поднимается. И сейчас этой энергии от 1 до 100% уже 70. Неплохо. В грудном отделе позвоночника стало больно. Хочется сложиться пополам. Не выдерживаю, похоже. Да, Ната, видно, тебе надо на консультацию ко мне. Лана, секса хочется. Такое может быть, когда есть какой-то очень глубокий запрет на секс, что тело готово умереть, но только не впустить сексуальную энергию. А у меня малышка призничает. Я не знаю, о чем вы, но мне уже тоже тепло в гениталиях и задорно в голове. Ха-ха-ха. А тебе не надо знать. Ты просто чувствуешь. Наше тело, женское тело, оно контактирует с другими женщинами. Я присоединилась только, пропустила практику, поэтому только слушаю. А ты, Ника, не слушай, ты чувствуй. Не могу делать, запись будет? Будет. У меня руки тепло гладить начали, тело гладить начали, Екатерина. Катя, энергию чувствую сопротивление у себя. Молодцы. Дальше будет еще хуже, потому что мы сейчас поднимем энергию на 3-ю чакру. Здесь, на 3-й чакре, я напоминаю, что я отвечаю на вопрос, который мне задали за день до нашего, несколько дней до нашего вебинара. Что когда я себя наполняю сексуальной энергией, я не хочу работать. Вот когда вы наполняете свою сексуальную энергию во 2-й чакре, вы работать и не хотите. Здесь в этой энергии можно только наслаждаться, заниматься сексом. И, девочки, если кто-то работает в продажах, это идеально, если вы работаете лично или по телефону. Вот здесь очень хорошо соблазнять товаром.
Ну, то есть товар, услугу предлагать вот на второй чакре очень-очень хорошо. Человек соблазняется. Юля пишет: Ника, чувствую, дорогая Диана, да, солнышко, Вика, ребенка на руках, ребенок на руках и капризничает. Ты знаешь, Вика, я тебе скажу, если ребенок на руках капризничает, когда ты поднимаешь сексуальную энергию, то у тебя в голове должна быть идея, что материнство и любовница невозможно. Что у тебя мама такая, знаешь, ну, святая, а блудница у тебя в этот момент, ну, не работает. Они должны всегда быть вместе. Юля, я только присоединилась, так вкусно у вас тут. Присоединяйся, Юля. Анастасия, а мне не хочется секса. Просто горячо, расслабление и мурашки, и много энергии. Поднимаем третью чакру. Третья чакра– это чакра, где есть деньги, замужество, власть, успех, слава, ну, такое социальное доминирование. И ну, здесь будет сопротивление еще больше. Многие из вас вот сексуальную энергию сюда вообще не поднимали. Ну, или никогда не поднимали. Или редко поднимали. Давайте я вместе. Или их поднимали, когда вы хотели денег. Вот это был момент, когда вы поднимали сюда сексуальную энергию. Угу. Мягко-мягко, тихо-тихо, просто слушайте. Мы поднимаем сексуальную энергию в зону солнечного сплетения, там желтая чакра. Нелли пишет: я тоже пропустила начало, но слушаю ответы, и лицо начало расслабляться, и голова стала легче. Любовь вкусно, волшебное состояние, отклик вибрации в горле, благодарю, очень неудобно писать с телефона. Да, понимаю. Ух, развитая третья чакра мне нужна. А мне полегчало на третьей чакре. А у меня малышка спит сейчас грудью во рту, сопит. Ой, такая прелесть. Как я люблю, девчонки, наш женский мир. Светлана, дышать нечем. Давайте мы потихоньку ее поднимем. Я сейчас не буду читать, я буду смотреть, что за процесс идет, потому что здесь очень много напряжения. У нас же всегда страх остаться без денег, что муж уйдет. Все эти страхи, они блокируют, что здесь поднимается, что здесь вообще будет энергия. Не пишите пока. Полегчало на третьей чакре. Угу. О, хорошо. О, я тоже такая удовлетворенная. Мяу-мяу. Как нехорошо. Да, да. Ну, она, кстати, очень быстро наполняется. Мгм. И, собственно, это и есть ответ на вопрос, который мне задавал. Кто мне задавал? Татьяна. Когда я поднимаю энергию на третью чакру, мне хочется что-то делать. Ната пишет: тело тепло стало, как будто грудь расширилась, как будто больше воздуха в меня заходит. Лана, расслабление сменилось сосредоточенностью, чувствую такую бурлящую, пульсирующую под пупком. Ну, то есть вы сейчас чувствуете, как вы собираетесь? Сейчас можно, не знаю, пахать, летать. Когда подумала о деньгах и работе, захотелось плакать. И вот для кого-то из вас эта энергия сюда пришла впервые. В таком большом количестве, что здесь нету дефицита, что она заходит во все, и власть, и в славу, и в чувство собственного достоинства, и в уверенность в себе, и в самодостаточность, и в саморазвитие, и умение доминировать, и умение говорить «нет», в партнерские отношения, но когда
вы в партнерских отношениях на равных, ну, как в браке. Как вам сейчас? Вы живая, включенная в жизнь, вы готовы что-то делать с этим миром? Расширение тела. Как вам в таком состоянии? Оно поменялось. Чувствую прояснение в голове, уверенность появилась. У меня стал другой голос. Были слезы, а сейчас прям настрой творить и жить. Хочется размять позвоночник в грудном отделе, горячо в зоне сплетения, хочется всего и сразу, прилив сил. Я почему-то всегда это ощущение воспринимала как тревогу, начинала нервничать и паниковать даже, всегда думала, что это состояние плохое, хотя именно из него я становлюсь очень деловой и решительной. Ха-ха-ха. Тепло и светло в этой чакре, но отдает в горле как-то. Голова готова совершать поступки, ясность ума, энергии прибавилась. Такая сильная пульсация была, что все тело прям содрогалось. Так хорошо, теперь успокоилось, удовлетворение, как после хорошего секса, желание что-то делать, запал появился. Привет, Диана, ты роскошна. Спасибо, Риш. Стала увереннее себя чувствовать, ощущаю себя цельной, широкой, жарко очень. Как вам это? Это что, волшебство? Это волшебство? Нет, это делает каждая женщина. Мало того, когда вы подняли сюда свою сексуальную энергию, все вокруг вас начинают эту сексуальную энергию вот так и ощущать. И второй мой вопрос, видите здесь, не видите, что как наполнять мужчину? Как понять, я его наполняю или нет? Как понять, есть ли мне чем наполнять? Отсутствие оргазма при наличии желания и удовольствия от секса – это признак отсутствия сексуальной энергии? Нет, девчонки, можно всю жизнь прожить без оргазма, но быть наполненной сексуальной энергией. Но оргазм – это нечто другое. Так, чувствую себя большой и значимой, классно, грудь расширилась, стала больше, и соски встали. Тепло возрастает, чувствую, что энергия поднялась в третью чакру, ощущение удовлетворения. Малыш песенки запел, перестал капризничать. Когда вы находитесь в таком состоянии, ведь как я вам это состояние передала? Я просто его включила в себе и включила в себе в избытке. То есть я позаботилась и о вас тоже. Но вначале я наполнила Дианочку, свою любимую Заю. То есть вначале я напитала себя, а потом моя энергия стала возбуждать вашу. Я просто попросила заранее, чтобы мне пришло много энергии. И на всякий случай я взяла там 70-80, на 100 человек. И приходит ровно столько, сколько вам надо. Совершенно другие ощущения. Я стала включенная, собранная, уверенная. Очень крутые ощущения. Благодарю, Диана. Да, Викуш? Вера, у меня образ большого объема и, главное, много тихого разрешения и диалога со своим мужчиной с позиции силы. Много тишины, как после бури. Все свежо, просторно, огромно в масштабах мира. Чисто, спокойно, спасибо, Анна. Тотальное расслабление и собранность одновременно. Ясность в голове, много энергии. Засосало в желудке. Мы не на 100% открыли этот поток, мы открыли его на процентов, на 30. Давайте я покажу вам, что с вами будет, когда он откроется на 100. Я не смогу сохранить вам это состояние, но я могу вам дать его, напитаться, наесться этим. Давайте почувствуем это на 100%. Просто разрешим себе. Да, скажем себе. Я хочу почувствовать, как поднимается 100% сексуальной энергии сюда.
100% для меня, то 100% в мою желтую чакру. О, я хочу, чтобы моя желтая чакра включилась на 100%. Умница. Умница моя желтая чакра. Вот. Такое, знаешь, от меня благословение на любовь к жизни. Отлично, красиво. Угу. 100%, да, теперь 100%. Хорошо. Как приятно. Как вы себя сейчас чувствуете? Ольга пишет, отличное состояние. Диана, я вообще готова слушать тебя постоянно. Слушаю сейчас параллельно работе. Пишу запрос на участие в одном из моих проектов Леди Гаги. А что, у меня целый список знаменитостей уже. Больше сексуальной энергии в бизнесе, ура. Класс. Чем больше вы поднимаете энергии, тем больше энергии заполняются в вашу первую и вторую чакру. Потому что у женщин это треугольник с основанием внизу. И если у вас сейчас включится много энергии в третью чакру, то во вторую и в первую придет еще больше. Ирина пишет, я зависла, не знаю, что это такое. Хочется все поставить на место, чувствую себя сильной, хочется идти что-то делать для себя. Готова голова кружится и тошнота. Здесь находится ваш потенциал, ваша точка роста. Здесь находятся ваши деньги. И сейчас ваша способность, например, зарабатывать деньги, она прокачалась, прокачивается. Слабость в теле. У меня закончился обеденный перерыв, прощаюсь. Хорошо. Состояние великолепное, все деньги мира, которые принадлежат мне, мои, очень сладко. Да, но это пишет прокачанный человек. Ната, на здоровье. Я зависла, так как это что-то совершенно новое и неизведанное, и интересное, и мягкое, сладкое. Боюсь упустить. Я поняла, теперь поняла. Да, я просто вижу, что вы никто не включали свою чакру еще на 100%. Чувствую движение энергии в солнечном сплетении. Хорошо. Итак, второй вопрос. Как наполнять мужчину? Ответ – никак. Не надо никого специально наполнять. Наполняйте себя. Когда вы вот такая наполненная, когда вы находитесь в любви к своему мужчине, вот как я ведь вас не наполняю специально. Я просто вас люблю, я просто включила вас в свой мир. Я просто хочу, чтобы вам было хорошо. То есть, когда вы наполнены и любите своего мужа, свою работу, своих детей, свой дом, эта энергия автоматически течет туда. Как понять, если мне чем наполнять? Вы знаете, что вы наполняете или нет, потому что женщина это видит, слышит, чувствует и ощущает. Ирина пишет, так мы же не знали, где кнопка. Да. Идем дальше. Давайте поднимем сексуальную энергию сюда, в зону вилочковой железы, в зону тимуса. Наверное, это рано вам рассказывать, но два слова я все-таки скажу, что первая чакра, третья, где мы только что были, пятая и седьмая – это мужские, а вторая, четвертая и шестая – это женские чакры. И восьмая еще вот здесь есть белая. Вот мы сейчас поднимаем энергию в женскую чакру. То, что она женская, это означает, что женщины на этой чакре отдают, а мужчины на этой чакре принимают.
энергию. То есть у нас больше здесь энергии, чем у мужчины. И вот позвольте себе почувствовать, здесь у нас находится зеленая чакра, вот такая зеленая с розовой каемочкой, или с розовым рисунком, или с розовыми прожилками. И, может быть, вы сюда вообще никогда не поднимали энергию, но это чакра любви. То есть любовь находится здесь, способность любить, способность принимать любовь от других людей. Но в первую очередь способность самим любить. И здесь сейчас, знаете, вот такая, ой, ой, как неудобно, ой, кто-то такой, как будто его, знаете, застали врасплох, что любить это вообще прямо такая редкость, что, ну, любить там можно только какого-то достойного мужчину один раз в жизни. Вообще-то любить это, ну, главная и единственная функция женщины. Любить все вокруг, любить себя, любить свой мир, любить своих врагов. Любить, 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 любить. Чем больше вы любите, тем больше вы женщина. Могло быть так, что третью я боялась и не пользовалась, а четвертую уже знаю, и мне здесь хорошо. Да, могло быть, конечно. Ох, да, здесь это чакра воздуха. Здесь сейчас очень много пространства начинает открываться. И очень много запретов. Девочки, столько страхов любить, столько страхов вообще отдаться кому-то. Зачем отдаваться? Не надо никому отдаваться, просто любите. Если вы любите, это не значит, что вы должны кому-то отдаваться. Вы свободны, вы просто любите. Необычное ощущение, защемило сердце, здесь поток тоньше, легче. Да, это воздух. Третья чакра огонь, вторая вода, первая земля. И это последняя земная чакра. Очень плохо наполняется, очень. Она вся забита обидами, горем. А я пока дам вам возможность получить ответ на такой вопрос. Бывший муж строит новые отношения, а я пока нет. Как стабилизировать свое эмоциональное состояние, чтобы не бежать в спешке лишь бы к кому и не страдать от того, что мне пока не получается построить новые отношения, Кристина? Зачем Кристина бежит в эти отношения? Чтобы доказать своему бывшему мужу, что я и без тебя могу. То есть она себя не чувствует сейчас. Она сейчас не чувствует, что хочет, ну, моя, ну, например, вот я Кристина, я не чувствую сейчас, что хочет моя душа. Я только слышу, что хочет мое эго, а мое эго хочет доказать этому идиоту, этому гаду, или, не знаю, этому уроду. Она хочет доказать, что я и без тебя могу. И что у тебя все хорошо. Да, у тебя все хорошо в новых отношениях. И у меня все хорошо в новых отношениях. Вот. И это неправда. Ну, это не то, чего я хочу, это не то, куда я хочу идти. А я как душа сейчас, я скорчилась от боли, я маленькая, ну, отверженная девочка, которую бросил, ну, папа. И у меня очень много боли, очень много обиды, ненависти, отвращения к себе, как я могла такое допустить. Я прямо тварь, что такое еще сказать, я прямо тварь несчастная. Ну, там такие ругательства ребенка. Я просто очень плохая, никому не нужная. Фу, и у меня очень много боли, очень. И здесь очень много боли и отвержения. И то, что бывший муж строит новые отношения, а я здесь чувствую боль и корчусь от боли, для меня это хорошо.
Он потому и ушел строить новые отношения, чтобы показать тебе, как много боли у тебя, чтобы показать тебе, чем ты его кормила, что он жил в этой боли, что вместо любви ты ему вот эту всю боль давала на завтрак, на обед и на ужин. И сейчас самое время всю эту боль исцелить. Я знаю, что это невозможно сделать одной практикой. И я знаю, что это невозможно сделать вот так технически здесь. Но это надо сделать. Не только Кристине, но всем женщинам, которые до сих пор горюют о своих несостоявшихся отношениях. Если ваше сердце запечатано и не хочет любить, если вы живете этими воспоминаниями и на завтрак, и на обед, и ужин, посылаете вокруг себя вот эту атмосферу нелюбви, вам не притянется мужчина, конечно. Им сейчас мужчинам вообще очень сильно нелегко, и они ищут ресурсных женщин. Ресурсная – это та, которая умеет любить. Анастасия пишет: самые сильные ощущения вокруг меня, узоры, чувство красоты, добра, любви течет во все стороны. Благодарю, Диану. Нелли: ощущаю мягкую траву, которую качает теплый ветер. Ощущение тепла и вибрации. У меня как будто застой из груди вышел, но в горле еще зажато. Кристина пишет: заболело горло. Потому что что-то надо сказать. Смотрите, сюда энергия и к многим из вас и не приходила. Потому что там вместо открытого пространства все было забито любовью к себе, обидой на всех. Не любовью к себе, неправильно, а жалостью к себе, обидой на всех, и этим горем, страданием. Меня никто не любит, я никому не нужна, бедная, я несчастная сиротинка Хася. Кто был у меня на групповом коучинге, знает эту сиротинку Хасю, она живет именно здесь. Жалость к себе самое страшное, что есть из всех чувств, страшнее стыда, страшнее вины, жалость к себе. Жалость к себе рождает уныние и гордыню. Два смертных греха. У меня расширение в груди, но не хватает там места, как будто состояние, как перед оргазмом. Здесь может быть много ненависти подниматься. Просто побудьте сейчас в этом состоянии, а я отвечу на следующий вопрос. Я выросла без отца. Мама с ним развелась, будучи беременной. Есть старший брат, который, возможно, заменил где-то отца. Но отношения с ним сложные. Отношения с мужчинами не складываются. Возможно ли проработать эту тему с помощью практик? В Инстаграме много блогеров, предлагающих свои курсы. Или нужно обращаться к психотерапевту? Благодарю, Елена К. Знаешь, я бы сказала тебе объективно, что лучше пойти и получить помощь квалифицированную. Но это не отменяет практики. Просто квалифицированная помощь будет в том, что тебя проведут туда, куда ты сама не можешь пройти. Там много боли, много страха, много напряжения. Идти к блогеру или к психотерапевту, для меня ответ очевиден. Естественно, к терапевту. Я отвлекусь на секунду
Я говорила сегодня, что я учусь сейчас на коучинге в большом таком потоке, где учатся уже те, кто якобы коучи, терапевты. И у нас много друг с другом взаимных сессий. И это длится уже вот май, июнь, то есть это длится уже 2 месяца. И когда Аня Кучина смотрит мое расписание, и там этих стратегических сессий за день там 5, 6, 10, она говорит, как ты все это успеваешь? Но я учусь, мне интересно. И вот сейчас я хочу вам сказать, что я вижу. Я вижу 90% людей, которые не обладают вообще никакой компетенцией, которые берутся проводить сессии, консультации по таким вопросам, знаете, за которые вот я профи высочайшего уровня, я за них не берусь. То есть я читаю там, за 3 месяца выдам замуж. Я говорю себе, вот это уровень. Я не могу за 3 месяца выдать замуж. Я за 3 месяца могу протерапевтировать человека, чтобы она захотела туда пойти, но я не смогу за 3 месяца выдать замуж. И я иду к нему на стратегическую сессию, и мы с ним разговариваем. И я понимаю, он настолько невежественен, что его невежество дает ему эту уверенность, что все получится. Он просто не представляет себе того подводного айсберга, который находится за этим нежеланием выходить замуж. Он вообще о нем не в курсе. Для него это, надо сделать там 12 шагов, и все произойдет. И мне, конечно, немного страшновато за тех, кто пойдет к нему учиться. Поэтому мой ответ такой. Он был, даже если бы я не училась, ответ был бы такой. Только к терапевту, только к тому, у кого есть хорошие результаты в этой теме, кому у тебя будет много доверия. А теперь я выросла без отца. Мама с ним развелась, будучи беременной. Есть старший брат, который, возможно, заменил мне где-то отца, но отношения с ним сложные. А теперь внимание. Отношения с партнером – это не только отношения с отцом. Это очень важно, это отношения с вашими сиблингами. Сиблинги – это ваши братья и сестры. В вашем детстве был единственный опыт общения с вашим сверстником. То есть у вас был родственник, у вас с ним были очень близкие отношения, у вас с ним вообще были отношения, это был брат или сестра. И вот вы, когда вырастаете, вы ищете в своем партнере, взрослом партнере, вы ищете того, с кем можно исцелить те отношения, которые вы не исцелили со своим братом и сестрой. Поэтому, если сегодня вы не в отношениях, одна из причин, очень сильных причин, одна из 3 причин – это неисцеленные отношения с братьями и сестрами. Вообще, когда вы не идете в отношения, это значит, у вас не исцелены отношения с собой, с родителями или сиблингами. Все, 4-го нету. Лена пишет, что значит жалость к себе? Почему нельзя? Жалеть себя? С удовольствием расскажу. Жалость к себе говорит, то есть нету никого больше, кто может тебя зазомбировать сильнее, чем ты сама. Твой мозг слушает только твой голос. И если я говорю себе бедненькая я и несчастненькая, то я что говорю себе? Что я неудачница. Когда я говорю, бедно, боже мой, зая, мой котик мой нетюпусный, кто это, ничего не получается, да, идем купим тебе платьечко, то я выращиваю свою жертву. И я на коучинге часто рассказываю девчонкам, что половина гардероба нашего, который мы не любим и не носим, он куплен для сиротинки Хаси. И когда мы находимся не в состоянии сиротинки Хаси, а в любви к себе, мы смотрим и говорим, кто этот идиот, кто все это купил. Ладно, пишет, что у меня какая-то норма,
меня сейчас пришло осознание, что все у меня получится, что все могу. Диана, благодарю всем сердцем. Это был мой вопрос. Прожалась к себе 100% правда. Я жила в состоянии жертвы. И если одиночество накрывает волной, то могу впадать в нее обратно. Да, девочка, я готова помочь. Приходите на консультацию. То есть такие вещи очень хорошо проработать с профессионалом. Тепло разлилось по всему телу. Юля пишет, как-то грустно стало. Давайте посмотрим, насколько наполнилась наша четвертая чакра сексуальной энергией от 1 до 100% на 15 всего. Представляете? Давайте мы позволим, чтобы она наполнилась на 100%. Даже если это кейс, который даст нам просто возможность понять, что так может быть, я хочу этот кейс получить сама и дать его вам. Так, ну что, 100% можно получить зелененькой энергии? Диана, очень хочу в консультацию. Да, записывайся. Если у тебя нету моих координат, Юр, напиши координаты Анечки, чтобы записалась Кристина. Так, 30, 40, хорошо, 50. Скажите просто да-да-да. Дайте себе это, 5, 10, 15 минут счастья ощутить, что такое, дышать полной грудью и любить на полную катушку. Я точно не хочу жалеть себя, ненавидеть кого-то. Я точно от этого всего отрекаюсь, отказываюсь. Я хочу только любви. О, да, я согласна. Вот она, потекла красавица моя, да. Хорошо, как, ой, Боже, люблю, люблю, люблю. А, ой, как хорошо, девочки. Ой, как хорошо быть женщиной. Я сейчас чувствую только вторую и четвертую чакру. Просто класс, да, супер. Как хорошо. 100%? Ну, еще нет. 70. Давай еще больше. Давай, давай, так хочу. Да, я согласна, я на все согласна. Да, да, да. Фу. Мгм. Мгм. Отлично. Следующий мой вопрос. Как развить сексуальность? У меня слезы почему-то на глазах. Да, я хочу только любви. Девчонки, но это самое серьезное переживание, которое может чувствовать женщина. Ощущать тотальную любовь. А мы еще не чувствуем тотальную, она только на 70% открылась. Она прямо стучится. Давай, прошлое, настоящее, будущее. 70, прямо вот 70. Куда-то мы не заходим. Что такое? Что такое? Любить мужчину, да пожалуйста. Любить смерть, пожалуйста. Любить себя, пожалуйста. Любить бывшего мужа, да. Любить прошлое, будущее, так. Любить внутри себя. Угу. Ага. Любить свои недостатки. Вот чего. Любить, да. Люблю свои недостатки. Угу. Люблю свои темные стороны души, да. Люблю свою тень, своего дьявола, да, да. О, пошло 100%, отлично, отлично. Тихо, тихо, мягко. Да, 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 да. Мгм. Ай, ой, фух. О, тебе такое расслабление пришло, слава богу. 100%, да, 100. Отлично. О,
Хочу все обнять, люблю любить прошлое, каким бы оно ни было. Ну, каким оно было? Ты делала какие-то непоправимые ошибки? Ты же живая. Девчонки, вот сердце на 100% открылось. Как это? Напишите. Классно. Я прямо такая довольная. Юрочка, напиши, сколько... слушайте, я не рассказала вам, что в конце будет практика. Необычная практика. Не могу сказать, что она будет круче, чем это, но она будет очень необычная, и вы сможете ее взять с собой и делать сами в конце нашего занятия. Как будто крылья прорезались, аж больно в спине. Ух ты! Тепло из сердца разливается. Ого, я на словах люблю свою тень, своего дьявола, аж дрогнула и выдохнула глубоко. Ну, конечно. Сколько энергии в тебе, обожаю. Мяу. 70 человек, прекрасно. Тогда поднимем до 140. До 140 миллиардов. Класс. Наталья, как хорошо, опоздала на час, не совсем понимаю, что нужно делать, но усталость, находившись несколько дней, как рукой сняла, теперь легко, дверка в груди открылась, хорошо и легко, зашкаливает, хочу это состояние всегда, так легко дышать, благодарю. Это всегда ваше состояние, это наше состояние, такая должна быть женщина. Вы же видите, ничего волшебного не происходит. Это просто жизнь. Мир остался таким же. Только он теперь стал прекраснее. Чувствую себя энергетическим шариком, который лопнет скоро. Не лопнет. Вы любите очень много людей. И эта энергия сейчас потекла этим людям, кого вы любите. Я пока отвечу на следующий вопрос. Как развить сексуальность для женщин разного архетипа? Например, чем отличается стратегия для женщины-королевы и женщины-хозяйки? Это из коучинг-группы Чурикова Елены. Задала вопрос. Очень хороший вопрос. Чувствую себя не так. Шарик был уже, смеюсь аж сквозь слезы. Такая благодарность. Акмарал. Добрый день, Диана, девочки. Я в чудном месте с головной болью сильной. Ну, сейчас мы тебя вылечим. Улыбка на лице, легкость. Во-первых, давайте посмотрим, что нас здесь 70 человек. И все 70 человек, хотя не пишут все 70, но гарантирую, что все 70 чувствуют себя сейчас прекрасно. Так, помню, как однажды поняла, что всем сердцем люблю бывшую жену своего мужа, и как я ему однажды горячо объясняла, что и он, и все мы всей семьей должны ее любить и простить ее, и еще любить. Он был просто ошарашен, долго спорил, но в итоге согласился. Для меня это откровение. Да, кайфовая наполненность, легких покалывает, и голова стала напряженной немного. Постепенно приходит легкость, наполненность всего тела. Смотрите, получается, что то, что сейчас происходит с 70 человеками. Кто-то из вас королева, кто-то любовница, кто-то хозяйка, а кто-то муза. И практика у нас с вами одинаковая, мы просто наполняемся сексуальной энергией. Но вопрос в том, что сейчас королева станет, королева, которая наполнена сексуальной энергией, она станет милостливой королевой, а хозяйка станет щедрой, а любовница станет эстетичной, а муза станет, у нее крылья вырастут. То есть просто в состоянии, когда у вас поднимается сексуальная энергия, вы переходите в состояние богини. Это мы с вами еще не поднялись наверх.
но мы с вами прошли весь земной уровень. И даже если бы мы здесь с вами остановились, но мы не остановимся, мы уже прекрасны, все 4 стихии в нас пробуждены. И сейчас я прошу ответить, как себя чувствуют те женщины, которые знают, кто они. Ну вот я попрошу, например, Аллу Силкину ответить. Алла Силкина – королева, она это знает о себе много лет. Я думаю, что здесь есть девочки, которые... Вот Анечка из Парижа, она любовница. Я попрошу тебя, Анечка, ответить. Я просто Акмарал любовница. Я просто не знаю всех, кто здесь присутствует, но кто-то из вас учился у меня, и вы знаете, кто вы. Виктория, трепет внутри груди, желание любить и быть любимой. Вот Виктория, сагайдачная любовница. Когда поднимается эта энергия, какой вы себя ощущаете? Я не перестала быть королевой. Просто я перестала быть наказующей, серьезной, какой-то злой. Я сейчас добрая, я сейчас милостливая в первую очередь. Я готова сейчас помогать, как умеет помогать королева. Вот Кристина Королева пишет: из королевы в ласковую кошечку. Елена Королева, мягкое удовлетворение и тело плотное. Светлана, я ласковая. Елена, более щедрая. То есть вы не поменялись. Просто ваша энергия включила в вас высокое состояние сознания. И тот мужчина, который вам подходит, ему нужна эта энергия, ему нужна эта женщина. Для него то, как вы себя ведете, это сексуально. То есть мне не нужно облизывать губы, мне можно остаться такой же величественной и недоступной, как я себя обычно и веду. Для моего партнера это будет самое сексуальное поведение, потому что за этой холодностью моей скрытой, но он видит огонь. И это то, что его привлекает. Светлана и ласковая, Елена более щедрая, хочется обниматься. Но если говорить о стратегиях, Алла Силкина королева, да, при наполнении становлюсь величественной, очень доброй. Да, много милости и состояние щедрости. Если говорить про каждый архетип, то хозяйка, женщина, у которой развилась сексуальная энергия, и ее родная энергия хозяйка, она пойдет забирать своего любовника. То есть это ее дуал. И она знает, она прямо слышит, что он сам никуда не ходит. Она: камон, сюда, рядом, иди сюда. Куда пошел? Куда пошел? Королева позволяет своему мужчине целовать ее ноги. Любовница позволяет себя завоевать. А муза позволяет ее спасти. Анастасия пишет: я не знаю, кто я, но чувствую себя сейчас королевой. Ирина: я чувствую себя музой. Хоть обычно думала, что я хозяйка. Сейчас чувствую, что я могу порхать и летать, и это привлекает и радует противоположный пол. Светлана спрашивает: расскажите о вашем проекте по развитию сексуальности. Я получила информацию на почту. 24 июля стартует коучинговая группа. Коучинговая группа – это значит, что вас будет в онлайне
12 человек. И тема этой коучинговой группы будет раскрытие сексуальности. У каждой из вас будет, как всегда, свой собственный запрос. Он должен быть максимально конкретный, чтобы вы в конце могли понять, что это все произошло с вами. Занятий будет не 6, а 8. Во-первых, потому что нам надо пройтись по каждой чакре, и нам нужно многому чему научиться. Там практически в этом коучинге не будет практик, которые вошли в тренинг прикосновения страсти и объятия страсти. Практически не будет ни одной техники, которую я использую на самуи, на тренинге объятия страсти. Я туда внесла новые практики, которые можно делать в интернете, которые можно делать друг с другом и которые можно потом использовать всю жизнь. Тема посвящена только, то есть все ваши запросы могут быть только о сексуальности. На выходе вы будете полностью владеть вот этой техникой 100%. То есть это главная техника, которую вы там освоите. Вы будете поднимать свою сексуальную энергию и находиться в этом ресурсном состоянии 24 часа в сутки. Это не будет для вас сложно, это не будет для вас как-то нерешаемо. Это просто станет вашей второй природой или первой, потому что это главная наша природа. Если у вас есть еще вопросы по этому коучингу, он идет не 2 месяца, а, как обычный наш коучинг, а 2,5, потому что занятий больше, домашки интересные, конечно, и результаты ошеломительные будут. Так что пишите свои вопросы по этому коучингу, а я буду продолжать. Акмарал, благодарю, головная боль растворилась, я стала более мягкой, гибкой, текучей, божественной. Наталья, тоже не знаю, кто я, но хочется нежиться и удовольствия. А я сейчас вместе с вами подниму энергию сюда, в 5-ю чакру. Это чакра эфира. Это то, что соединяет мир космоса и мир Земли. Или разделяет. И эта чакра тоже мужская. Здесь женщина принимает, а мужчина отдает. Светлана, а запросы примерно какие должны быть? Если бы я шла в этот коучинг, я бы, например, такой запрос сделала. Как вот то, что мне интересно. Диана, а научи меня соблазнять любого мужчину. Я хочу уметь соблазнять любого мужчину. Не всех буду соблазнять, но хочу быть соблазнительной. Вот у меня такая, блажь. Не блажь, а у меня такая потребность. Вот хочу быть соблазнительной. Не сексуальной, не сексапильной, а соблазнительной. И прямо готова объяснить, что это такое для меня. Я хочу, чтобы мужчины от меня млели, у них была эрекция, они меня хотели. И вот где бы я не находилась, я хочу вот такой иметь эффект. Скажем так, вот если бы я шла на коучинг, я бы себе такой запрос сделала. Собственно, я на коучинг пойду, как вы понимаете, я точно уже участвую, и не факт, что я себе такой запрос не возьму. Я подумала, что сейчас, что надо себе тоже запрос брать. Итак, мы поднимаем сексуальную энергию в 5-ю чакру. Это вообще непривычное, то есть сюда энергия вообще идет с таким удивлением, а что сюда можно? Да, сюда можно и нужно. А там внутри аж все трясется. Ваше эго может не выдержать такого развития событий. Ой, мама, мама, мама. Ой, нет, нет, нет. Ой, сюда не пойдем. Пойдем, мы уже пришли. Уже процентов на 15 эта энергия зашла в горловую чакру. Она отвечает за самовыражение, за умение выражать свою мысль, писать стихи,
прозу, вообще разговаривать. Ну, за самореализацию она отвечает. Аж дышать трудно, девочки. Вы можете мне помочь с тем, что согласитесь, хотя бы просто проэкспериментировать. Скажите себе: да-да-да, я хочу это почувствовать. Елена пишет: о, я тоже хочу такой запрос. Добро пожаловать в коучинг. Вот, и теперь я ответила на все вопросы, которые прислали мне заранее. Теперь вы можете написать свои вопросы, которые вы писали в начале. Сделайте Ctrl-C, Ctrl-V, и я буду на них отвечать. И потихоньку будем подниматься дальше в нашем путешествии. Уже 40. Вы помните, да, что это пятая чакра, она активизирует щитовидную железу. И когда она активируется у женщины, то женщина умеет говорить «нет», женщина умеет настоять на своем, женщина умеет говорить с людьми так, что ей верят. Диана, что происходит, если мужчина на третьем свидании настаивает на интимной близости, но я не была готова, он меня не понял? Что происходит с моей энергией в такой ситуации? Ничего не происходит. Ничего не происходит. Просто на третьем свидании мужчина рассчитывает получить секс. И, скорее всего, у тебя просто не нашлось какой-то, не знаю, толерантности оттянуть это удовольствие на попозже. А я пою, азарт появился, очень хочу, как быть сексуальной мамой. Прекрасно быть сексуальной мамой. Мама – это очень сексуально. Ты что, мужчин возбуждает сексуальная мама? Елена, я знаю, что сексуальность мой дар, как научиться ей владеть и управлять. Собственно, вот я учу тебя ею владеть и управлять. Он не только твой дар, это дар всех женщин. Сексуальная энергия принадлежит женщинам. Вика пишет: родила 2 месяца назад. Подожди еще пару месяцев, и уже можешь качать сексуальную энергию. Просто сейчас ее очень много у тебя. Елена, как выйти замуж после 2 похороненных мужей и с 4 детьми-подростками? Лена, ты знаешь, я бы вначале сходила на парочку консультаций, чтобы понять, почему ты хоронишь мужей. Ты же понимаешь, что 2 мужчины, которые умерли, это какая-то твоя история. Это тебе надо с этим разобраться. То есть ты черная вдова. Я не хочу тебя обидеть. Это просто внутреннее такое состояние женщины, которое нужно убрать. Тогда ты можешь выходить замуж. А так у тебя следующий муж, это будет кандидат на тот свет. Ты просто поможешь ему умереть. То есть 4 ребенка – это не проблема. Я в своей жизни видела женщин, которые выходили замуж с 2 детьми, с 3 детьми, с 4, с 5 детьми. Здесь нету такой девочки, наверное. Алла Силкина знает Леночку. Мы с ней были на тренинге на Афродите. Она развелась с мужем и вышла замуж за другого. У нее 5 детей. Диана, на пути такого запроса про то, что все мужчины ходки, убирается страх быть сексуальной и страх близости, или нужно делать отдельный запрос? Наталья, все мужчины кто? Потому что если это правда, что есть такое слово «хаткеи», то я это слово не знаю.
Я бы просто хотела бы, ну, в твоем случае я бы сделала запрос, как убрать свои ну, блоки, которые перекрывают мою сексуальность. Да-да, я просто раньше ее стеснялась, а теперь хочу чувствовать, что это дар. Да, вот практика, которую я с тобой делаю, это практика, которая дает пользоваться этим даром. Ирина, это мудрое состояние, чувствую себя очень удовлетворенной. Конечно. Когда вы наполнены сексуальной энергией, и она сейчас пойдет вот сюда, вы будете самой мудростью. Валентина, а можно быть запросом «хочу написать книгу в состоянии наполненности, удовлетворенности»? Конечно. Идея для книги есть, но туго идет. Или нужно просто пожелать жить каждый день в наполненности, а там как пойдет. Нет, нет, Валентина, все запросы должны быть очень конкретными. И если ты хочешь написать потрясающую книгу из состояния наполненности, удовлетворенности, чтобы это состояние люди ловили в этой книге, и чтобы благодаря этому книга хорошо продавалась, вот так я бы запрос ставила, не меньше. Чем конкретнее вы направите свою сексуальную энергию, тем интереснее будет работа. Наталья, чтобы все мужчины тебя хотели, про что ты говорила про свой запрос? Ну, черт подери. Наталья, напиши мне тогда вопрос еще раз. Но я хочу, чтобы меня хотели мужчины. Не все. Ладно, согласна, что не все. Но хочу, чтобы они меня хотели, чтобы я явно видела этого. Вот, потому что чаще всего мужчины рядом со мной робеют. А я хочу, чтобы они, ну, меня хотели. Потому что когда я хочу, чтобы они меня захотели, это все происходит. Ну, то есть я направляю, там, я включаю, ну, свое состояние, и все происходит. Но обычно я вижу вокруг себя, ну, я же королева, я вижу трепет. А мне хочется сейчас поиграться. Вот Аллочка пишет, да, очень хорошо знаю, Елена прекрасна. Это что у нее 5 детей, помните, говорила? Валентина, спасибо. А как так конкретно направлять свою сексуальную энергию? Ну, вообще-то мы ее с вами очень конкретно направляем. Мы сейчас ее направляем в разные чакры. И если вы дальше создаете намерение, то эта энергия идет в это намерение. Это практика, да, это практика. Это просто знания, которые надо получить и потом практиковать. Диана, продажи. Подскажи, а сексуальная энергия может убрать комплекс старой девы, что мне уже 3-4 года, а я не замужем и чувствую себя неполноценной? Боясь вопроса, почему я до сих пор не замужем. Нелли, конечно, убирает. Первое, что... Ну, то есть эту мысль нужно убрать. Не сексуальная энергия убирает эту мысль, а ты сама своим решением убираешь эту мысль. И что это за проблема, что ты в 3-4 года не замужем? А почему ты до сих пор не замужем? Ты говоришь, занималась карьерой? Или наслаждалась жизнью? Наталья, я хочу, чтобы вызывать восхищение у мужчин, но знаю, что у меня есть страх быть сексуальной и страх близости. Какой лучше ставить в этом случае запрос? Я хочу вызывать восхищение у мужчин и желание. Я хочу вызывать у мужчин желание и восхищение. Тогда мы сможем убирать, у нас будет повод убирать твои комплексы. Елена, количество и качество сексуальной энергии дается при рождении и не меняется? Нет. Сексуальная энергия накапливается. Женщины накачивают ее. Запрос. Уметь пользоваться сексуальной энергией в 4 состояниях женщины. Нормально? Очень хорошо. Но лучше еще конкретнее. То есть зачем тебе пользоваться 4 состояниями? Потому что мы с тобой 4 состояния только что прошли. То есть мы только что первая была хозяйка, вторая любовница, третья королева, четвертая муза. Мы все 4 только что прошли, и мы сейчас напитываем 5-ю уже ангела.
Светлана, можно ли развить сексуальность и привлекательность за пару месяцев? Меня в сентябре ждет важная поездка. Да, для этого нам достаточно, вам нужно меньше, чем 2,5 месяца. Просто 2,5 месяца – это чтобы вы уже даже все экзамены на эту тему сдали. Вика, как быть вкусной для мужа Есенина «Я Гюго»? Вот вопрос. Его надо постоянно дрючить. Берешь ремень, плеточку и в сексе играешься с ним. Юля, какая ты красивая. Приветик из Кракова. Наконец-то, хоть кто-то заметил. Что, вопросы закончились? Давайте посмотрим, что с нашей сексуальной энергией. 100% нет. 40. Что-то я заговорилась с вами и перестала. Сюда сложно поднимать. Это первая энергия, уже не относящаяся к Земле. Давай. Не хочу оставлять 40. Прямо там кто-то упирается. Потому что это гарантия вашего взросления, вашей реализации в социуме. Да, Диана, сегодня само очарование и соблазн. Угу. Анастасия, я сижу, проверяю горло, прокашливаю, выходит вершение, горло все активно. Спасибо, девчонки, я очень люблю комплименты, я сама себе умею говорить комплименты. И, видите, умею к другим приставать, чтобы они тоже говорили мне комплименты. Дианочка, спасибо за рекомендацию про плетку. На здоровье, кис. Каждый психотип или каждая пара, они по-разному занимаются сексом. Очень здорово, если вы придете в коучинг и будете знать свой психотип и психотип своего мужа, если он уже есть. Я смогу конкретно рассказать вам, что делать с каждым мужчиной. Знаю не понаслышке. Почти всех проверила на себе. А когда поднимается до ангела, сори, это уже про реализацию в социуме, да. Это про самореализацию. Так туго идет, знаете, я уже до 70 поднимаю, и прямо так вот, знаете, оно не разжимается, такое, нельзя. Почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно. О, пошла. О, фух. Очень хорошо. О, как хорошо. Точно. Все, 100%. Как вы себя чувствуете? Любовь пишет, а я инструктор по работе с интимными мышцами. Такой запрос, раскрытие моей сексуальной энергии для получения 100% результатов в данных проектах. Это про коучинг? Конечно. Конечно, когда ты научишь девочек не только сжимать интимные мышцы, но еще будешь помогать им войти в состояние, у тебя будут прекрасные результаты. Когда мы просто качаем сексуальные мышцы, это очень полезно, это замечательная практика, но есть и побочный эффект. Не качаешь, не работает. И если вы куда-то сливаете свою энергию, то вы накачали, она слилась. Вы накачали, она слилась. Зажатие в горле прошло, кайф. Да, очень голос поменялся. Там столько свободы. Напишите, что вы чувствуете. Я не знаю, стоит ли нам идти в 6-ю и 7-ю, но нет, наверное, хочу пойти. И как интересно, что
Чем больше мы поднимаем сексуальную энергию, тем меньше у нас остается вопросов. А желание заниматься мейкапом при 2 дипломах магистра по экономике и праву — это можно считать проявлением самореализации? Самореализация — это когда ты делаешь то, что ты хочешь. Если ты хочешь заниматься мейкапом, то при чём здесь твои дипломы? Они тебе совсем не мешают. Поднимаем энергию сейчас в 6-ю чакру, и я расскажу вам, ну, то, что обещала, эту практику, которую можно делать, каждый день, и каждая может делать это сама. Дерёт слегка в горле, горло проходит, горячо, болело 3 дня, состояние творчества и восторга. Хорошо стало, расслабление горла, чувствую его от ключичной ямочки до подбородка, будто в шарфе. Я себя чувствую очень весомой, стойкой, властной, целеустремленной, не деятельной, но как бы легко, само собой. Елена, а мужчине Жукову что сделать в постели? Сдаться и позволить ему одеть на тебя наручники. Но вообще Жуковы еще и они и неженки. Они очень нуждаются в прикосновениях. Про слив энергии ты права 100%. Включаешься в обдумывание, пересмотр фоток из прошлого и чувствуешь, что при разговоре с мужчиной, которым сейчас опустошённый, и даже другие ощущения, нет включения в него. Итак, мы поднимаем 6-ю чакру, где живет мудрость. Это тоже женская чакра. И очень интересно попасть сюда, потому что для женщины это вершина. И если умные и образованные — это мужчины, то мудрые, то есть практичные — это женщины. То есть использовать свои знания на практике. Это очень хороши в этом женщины. Можете закрыть глаза, чтобы вы могли сосредоточить свое внимание в синей чакре. Она находится в центре головы, гипофиз. И почувствовать, как вот эта золотая энергия из первой через 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю поднимается в 6-ю чакру. Каким удовольствием, с какой радостью, какой благодарностью за то, что ты наконец ей доверила и разрешила это путешествие. Поднимается сексуальная энергия. Сексуальная энергия, она имеет разумность, то есть она имеет свое сознание.
Угу. 100% нет. А сколько? 40 нет. 7, 8, 90, 90, 90, 95, 96. Давайте 100, давайте до 100. О, 100. Отлично. Вот, очень хорошо. Прекрасно. Угу. Фух. Даже глаза не хочу открывать, так хорошо. Напишите, как вы себя сейчас. Лена пишет: благодарю, ты хороша сейчас, прямо няу. Спасибо. Ольга, Диана, вы такая сексуальная и красивая женщина. Девочки, мне очень приятно. Кристина, а как женщина-драйзер проявляется в сексе? Я про себя. Хорошо проявляется, это очень чувственная и этика, сенсорик. То есть весь секс это, собственно, про драйзеров, про Наполеонов, вот все, что мы знаем про секс, про переворачиваться, про страсть, про кусаться, про кричать, про наслаждаться. Боже, так правильно про разумность, сознание. Никогда не могла для себя сформулировать так правильно, как ты сказала сейчас. Кайфово очень. Вероника, состояние глубины ночи, как будто я волшебница и могу все. Ирина, благодарю, наша красивая богиня, чудесная и незаменимая. Обожаю вас. Елена, так прекрасно, блаженство. Диана, это какой-то дзен, я вообще отключилась. И теперь мы поднимаем нашу энергию сексуальную в 7-ю чакру. Это будет очень быстро. И эту практику вы можете делать каждый день. Для ее выполнения вам понадобится какой-то предмет, который можно поместить на голове. Иногда это палец. Можно вот так вот прижать пальцем. Можно какую-то плоскую штуку. Если на вас берет или шляпа, то уже что-то есть. Вот упражнения когда-то мне подарили даосы. То есть они так, что-то приблизительно такая была. Глубоко, ясно, чисто. Благодарю, волшебное состояние, блаженство. Дианочка выше написала вопрос, очень жду ответа. А ты напиши его еще раз, я не вижу вопроса. Наталья, я вдруг растворилась, как будто выпрямилась в рост и расправила огромные крылья. Легко дышится, я занимаю много места. Вот направьте сейчас сексуальную энергию вот сюда. Она называется коронная чакра. И пусть на вашей голове появится корона. Гравий для волос хорошо держится. Да, прекрасно. Я инструктор по работе с интимными мышцами. Такой запрос. Раскрытие моей сексуальности. Энергии для получения 100% результатов в данных проектах. Это про коучинг, да, Любовь? Я же тебе ответила. Это про коучинг. Будет очень здорово, если ты будешь не только с девочками качать сексуальные мышцы, но дашь им еще состояние. Тогда у тебя будет 100% результат. Странно, что ты не услышала. Итак, позвольте себе эту роскошь. Вот что у меня будет на голове сейчас.
можете это придержать пальцем, вы можете одеть какую-то шляпу. Просто представьте себе, что сексуальная энергия поднялась именно сюда, не просто в 7-ю чакру, а она льется, и у вас вот такая корона на голове вырастает сексуальная. Да, корона на голове. Корона и сексуальная энергия. Это и есть последняя практика, которую вы можете делать всегда. Вы можете, это может быть обруч на голове, это может быть крабик, как кто-то из девочек посоветовал. Если на вас, берет или шляпа. Но для того, чтобы, или вам, вы пальцем, нажмете, очень важно, чтобы было какое-то, давление. И позвольте себе ощущать, как вам сейчас. Как-то хорошо ли вам, девицы? Тут 100% из 100 сразу. Очень хорошо. Благодарю, вы очень сексуальна и красива. На здоровье, принцесса. Благодарю, благодать. Очень вкусно. На глючее состояние такое появилось. Благодарю, вы волшебница. Да, и могу научить этому вас, потому что все женщины волшебницы. Практика — это проходить по всем чакрам сексуальной энергии или только в последнюю поднимать? Только последнюю. Твой мозг уже все выучил. Ты просто будешь делать, одевать себе вот такую вот шапочку. И поехали. Спасибо, что вы были со мной эти 2 часа. Я получила удовольствие. И вы тоже будете получать это удовольствие, когда я поднимаю свою сексуальную энергию, и я могу позволить себе поднимать ее так много, и она проходит через меня, для того, чтобы вокруг меня мир стал лучше. И она через меня прошла к вам. Мощно и классно. Ручку вдела в волосы, чтобы лучше держалось. Шикарное состояние, корона на своем месте. Спокойная уверенность в себе, тотальная. Спасибо огромное, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. И я вас благодарю. Это было прекрасное мероприятие. Я жду вас на коучинге. Там будет каждый раз вот такие невероятные занятия. И до встречи. Мы продолжим нашу традицию делать эти вебинары вопрос-ответ. Они приносят много удовольствия и вам, и мне. Куплю себе корону со стразами и буду делать практику. Обожаю. Люблю тебя. Спасибо. Я отключу видео, но я буду читать чат дальше. Так что можете продолжать благодарить.